Здравствуйте, мои дорогие зрители! Привет! Добро пожаловать на мой канал. Вы на Зеркальном Таро. А давайте мы с вами сейчас погадаем. Я предлагаю рассмотреть нам мужчин, да, в вашей жизни, кого-то, с кем вас еще только судьба сведет, того человека, который зайдет в вашу жизнь, а также того, который, возможно, есть сейчас или был не так давно. Просто вот чем он дышит, да, может быть, будет проявляться, может быть, вам это и не надо, но кому-то надо, да, и мы это рассмотрим, естественно. Вот такие мы сделаем сейчас моменты. Ну и то, что карта еще покажет про вашу жизнь, естественно, мы тоже будем с удовольствием читать. Итак, сигнификация ваша на сегодняшний день. Ну, такое ощущение... Так, нужно поправить. Видите, карта Луна. Как будто запутались вы. Как будто, возможно, действительно видите что-то как бы в искаженном виде, да? Чего-то не замечаете, может быть. Может быть, какие-то тайны есть вокруг вас. Кто-то что-то скрывает. Вот. Может быть, пережили вы какой-то обман, да? Луна есть Луна, она все равно все искажает. Вот видите, Луна вышла. Может быть, кто-то и сейчас рядышком возле вас, скажем так, идет не с открытой, не с чистой душой. Так, здесь такое ощущение, может быть, вы обращались к кому-то за помощью, а человек вам отказал, сказал, не могу помочь, а на самом деле мог. Вот в чем дело. Вот ваша компания или друзья, а может быть даже сотрудники, да. Вот вы обращаетесь, помоги мне. Человек говорит, не могу, а может на самом деле по Луне. Понимаете, как бы отказывает, а сам может. Но вы такая женщина, знаете, вы сами справитесь. Может быть, вам надо была какая-то помощь, да, даже информационная, может быть, да, вы просили, подскажи, кто-то отказал, ну, это на его совести. Вы женщина у нас здесь пентакливая, то есть у вас обязательно ваша удача, ваш успех, ваше топ желанное, что вам бы хотелось в руках держать, у вас это обязательно в ваших руках будет. Это однозначно, пентакливая королева. Также может показывать женщину, бизнес-вумен, да, женщину, которая очень много работает, стремится жить хорошо, заработать, обеспечить себя, помочь своим родным и близким, там, дети, родители. Также эта дама у нас часто может показывать действительно даму замужем, либо даму, которая печется о ком-то, да, заботится именно. То есть вы зарабатываете и тратите, может быть, не только на себя, но и на тех людей, которых вы любите. Так, но это пока только сигнификацию мы смотрим. Сам расклад мы будем сейчас смотреть. Вы знаете, вот смотрите, как карта легла. Хотя это и сигнификация, у вас за спиной, позади вот обманы, да, и даже предательство какое-то. А впереди у вас вышло фортуна и солнце, потому что это то, что перед вами, да. Поэтому обязательно, девочки, будет вам удача и будет вам счастье. И это просто карты нам не то, что сказали, а так ярко выделили, да, чтобы вы это заметили, чтобы вы обратили внимание и, допустим, поверили в свою судьбу, да, в свою счастливую звезду. Вот так. Так, короли, смотрите, мы рассмотрим сейчас нового короля, а потом, который был или который есть сейчас, если вы в нем не уверены. У кого сейчас нет короля, ну, не смотрите, пропустите этот момент, да, или, может быть, посмотрите, может быть, в нем вы узнаете того, кто был, да, допустим, какой-то период вашей жизни. Итак, сейчас меня для вот этой дамы, это вы, интересует король на пороге, скажем, какой будет, кто человек, какой зайдет в вашу жизнь, а также не только король, в принципе, события вашей жизни. Так... Ой, очень скоро будет встреча у вас, счастливейшая встреча. И знаете, такая вспышка будет. Вспышка, много огня. Огненный у нас жезловый туз. Это значит, может быть такое, знаете, как искра между людьми. Вот вы посмотрели друг на друга, и загорелось между вами вот это чувство, интерес, симпатия, что-то такое. Вы знаете... Здесь даже для той дамы, которая, возможно, сейчас, ну, вообще не готова пустить в свое сердце никого, да, вот, ну, пауза, или нужно немножко отойти, отпустить предыдущие отношения, да, здесь это все, скажем, перекроет. Это очень сильная, мощная карта, жезловый туз. И здесь любые ваши
скажем так, печали, что ли, да, или ваша какая-то, вот видите, как зимняя вишня прям заморозилась тут, и все. И получится у вас, понимаете, вот что-то сердце ваше почувствует в этом мужчине. Вот идет у вас счастливейшая встреча по 4 жезловой. Это именно два человека встречаются. Всегда карта это нам намекает, скажем, на то, что эти отношения могут быть долгосрочными и серьезными. Так, вот мы хотим как раз рассмотреть мужчину, с которым судьба сведет, который вам скоро будет в вашей жизни. Так, у нас 2 восьмерки вышло и 5 жезловая. Но здесь как будто вы слишком сосредоточились на работе, да? Слишком. Либо очень давно не было отношений, просто реально давно. Если даже есть рядом мужчина, значит, здесь вы сами уже к нему остыли. Может быть, так себя человек вел, что вы остыли. Могли быть ссоры, могло быть такое, что люди вместе, но уже давно нет постели. Вот такой момент какой-то, то, что я вижу, да. Поэтому вы, если кто-то в отношениях сейчас, вы, в принципе, уйдете, если они вас не устраивают, оттуда практически легко. Потому что там нечего терять, там как ничего не держат. 10 пентаклей. Так, об этом мужчине. Что хочу о нем сказать? Ну, во-первых, расположение его сердечное к вам, оно будет с первого момента, как я говорила. Человек сразу хочет что-то знать о вас, либо все хочет о вас знать, да? Это, возможно, ваше общение, переписки, звонки. Это личное, возможно, общение, смотря сколько у вас будет на это время, да, после знакомства, быть рядышком или быть на отдалении, но на связи, допустим, через интернет, потому что мечевой паж в момент знакомства это всегда значит, что большой интерес к партнеру, да, хочу все знать о нем, хочу все знать. Вот у вас такой будет момент, да, когда вы будете открывать друг друга. И здесь по рыцарю кубковому, видите, я вижу, что вот человек, что будет вам говорить, это будет правдиво. То есть человек откроет вам свое сердце. Я надеюсь, вы тоже, да. И по 10 пентаклевой, девчонки, ну, замечательная карта. Мало того, что она говорит о том, что ваши отношения будут очень ценными для вас. Ценными, понимаете? Ценность высокую будут иметь, потому что, да, 10 пентаклевая и впереди еще туз. Вот, пожалуйста. То есть это не будет проходной какой-то человек, да, что вы сегодня познакомились, завтра уже забыли друг друга, как зовут. Нет, нет, это серьезно кто-то заходит. Даже, возможно, будет там в будущем предложение, понимаете? Это у нас еще и карта семейная. Также благополучный мужчина идет финансово, очень благополучный. Это тоже важно, да. То это только присказка, что с милым раем в шалаше. На самом деле, да, действительно важно. Умеет ли человек? Ведь смотрите, если человек хорошо зарабатывает, значит, он социализирован. Он умеет жить в обществе, в социуме, умеет себя реализовать, да. В конце концов, тогда это счастливый человек в реализации своей, да, он ищет там партнера себе, любовь ищет, но все остальное, если у него в порядке, то это уже как бы человек, ну, уверенный в себе, да, уверенный в своем завтрашнем дне, на него можно опереться, то есть, конечно, это очень много чего значит, много что значит. Так, дальше еще хочу о нем смотреть. Рыцарей так много идет, девочки, так много рыцарей. Такое впечатление, что, возможно, перед тем, как вы встретитесь с ним, еще будут какие-то знакомства, могут быть мужчины моложе вас, и искать, ну, искать с вами встречи, да, контакта. Вы нравитесь молодым мужчинам. И не значит, кстати, что ваш партнер по судьбе будет не молодым, да, но я все-таки жду короля, тем более он уже по 10, это, ну, реально взрослый мужчина, реализован. А здесь как рыцарей много, поэтому либо просто вот вы привлекаете внимание молодых мужчин, тех, кто вас моложе, прям вот обращает на вас внимание, и все. Тут, возможно, даже долгое время это длится, либо даже всегда, да, допустим, всегда вы нравитесь молодым мужчинам. Смотрите, здесь для кого-то, может быть, даже в этой триаде
не типа, прошу прощения, ужас, слово паразит, надо же было сказать. Я имела в виду, что как показывает эта триада, что возможно, допустим, вот это время, что вы могли уделить королю, с которым семью построить, да, с которым все серьезно, возможно, вы какое-то время действительно встречались с мужчинами, на которых вы не могли рассчитывать, что будет что-то серьезное. Да, да, было все прекрасно, романы, любовь, но вы как бы понимали, что это не для жизни, не для семьи. И поэтому, в конце концов, от этих отношений вы почувствовали себя в какой-то мере жертвой. Почему? Не потому, что они вас там обижали, допустим, да, это же ваш был выбор. Но вы как бы, может быть, поняли, что потратили много времени, да, на какие-то бесцельные, допустим, отношения в плане со стороны мужчины, да, что у него есть свои цели, но они, может быть, не совпадают с вашими. Вот такой какой-то момент здесь показан. Ну, не у всех, конечно, проиграется, но у кого-то проиграется. Не забываем, что расклад общий. Так, продолжаем. Снова вышла Луна. Очень интересно, к чему она придет. Луна. Так, какая-то женщина. Вот, пожалуйста, вышла все-таки женщина, старше вас по возрасту, верховная жрица. Вот с ней могут быть какие-то, у нее могут быть тайны какие-то от вас. С ней могут быть какие-то отношения не очень искренние с ее стороны. Смотрите, рядом даже вот вышла двойка пентаклевая, то есть что-то неустойчивое, да, что-то, в чем нельзя быть уверенным, да, сегодня так, а завтра так, сегодня да, завтра нет, хочу, не хочу, буду, не буду, вот такое что-то. Верховная жрица, ну, может быть, подруга старше вас, вот, может быть, по работе кто-то, даже, допустим, и начальник, если у вас женщина-начальник, да, что как-то проблемно как-то идет, или даже, допустим, вы работаете, да, может быть, кто-то. Вот вы устроились, а вам говорят испытательный срок, да, и вот эта женщина говорит, ну, я не знаю, я подумаю, оставлю вас или нет, да или нет, я не знаю, я буду думать, вот ее шатает тут. И здесь есть элемент, как видите, Луна вот эта, то есть она может как бы обманывать, особенно если вы действительно устроились на работу, и вам тут то да, то нет, да, то возьмут, то не возьмут. Это есть такое, знаете, девочки, такой вид, к сожалению, я не знаю даже, как это слово-то подобрать, аферизма, да, особенно это было очень развито, ну, давно, но было такое, что набирают людей, вот они отработают 2 недели, потом им говорят, ну, вы не подходите, и новых набирают людей, и вот, то есть у них бесплатно, бесконечно работают какие-то люди, да, тем новеньким снова скажут, через 2 недели вы не подходите. Вот очень вот напоминает, понимаете, да? Вот эти вот шатания, тем более это пентакли, может быть, с деньгами связано. Вот обратите внимание, может быть, по работе есть какой-то человек, что-то обещает, да, на самом деле, ну, скажем так, может обещание свое не исполнить. Так, идем дальше. Как я и сказала, мы смотри, не только короля, но и все, что по дороге нам покажут карты. Смотрите, здесь вот еще показана женщина с ребенком, да, кубковая королева и кубковый пажик. Вот прямо стоят перед нами вот женщина с ребенком, либо женщина с детками. Вот у вас есть тоже перспектива обязательно встретить свою судьбу, мужчину, потому что мы рассматриваем не только женщин, которые, ну, как вам сказать, только собой заняты, да, и как бы либо нет еще деток, либо они выросли, может это быть вполне вот женщина с ребенком. У вас есть какие-то планы изменить свою жизнь, и вы тоже как бы вписаны в эту нашу, сейчас в этот наш расклад. То есть вам тоже такие идут хорошие очень перемены. Мужчина хороший на вашем пороге. Здесь вот как будто женщина с ребенком очень надеялась на какого-то человека, он на расстоянии. Возможно, долго общались, переписывались, возможно, даже в гости ездили друг к другу. Но здесь башня вышла, понимаете? Здесь вот этот человек какой-то, который далеко, на него, видите, нельзя положиться, и вам другой человек идет в жизнь вашу, в судьбу вашу, а этот человек будет отходить. Потому что, ну, не готов он, значит, не может дать то, что вы хотели бы, допустим, да, поэтому другой какой-то человек будет в вашу жизнь заходить, а тот, который далеко по башне, вот здесь будет все как бы как раз
рассыпаться. Не расстраивайтесь, гораздо лучший человек у вас и счастливая. Ой, вот посмотрите, ну посмотрите, какая карта идет. Вы видите? Жезловая двойка, счастливая встреча двух людей, да, где есть взаимность, где есть взаимопонимание, где люди смотрят в одном направлении, да. То есть это не только вот вспышка, влюбились, а потом начали вместе жить, и оказалось, что это невыносимо. Здесь действительно вы будете друг к другу подходить. Счастливые отношения идут. Вот, наконец-то вышел король. Я очень хотела посмотреть, какой король выйдет. Вышел жезловый. Девчонки, этот человек... Он любит хвататься за многое, но он это многое умеет довести до ума, до конца, понимаете? То есть у этого человека даже может быть там одна работа, другая, третья еще и хобби. Он на все время у него есть. И на любимую женщину тоже есть время. То есть человек вот такой, знаете, на одной ноге крутится. Туда приехал, поехал, там решил, там позвонил, там договорился. Вот. Тем не менее, вот такой горячий, активный мужчина, как и любой другой, да, очень хочет быть все-таки счастливым и в конце там вечером, да, приехать домой с работы, да, и в тепло, в уют, в ласку, в нежность, просто вот окунуться, отдохнуть и побыть самим собой, совсем не таким деловым, там, как приходится, допустим, быть в деловых контактах, да, когда человек все время в разъездах. Поэтому, девочки, и для тех, кто сейчас в одиночестве, и для тех, у кого сейчас недостойный какой-то партнер, да, вот, и как мы видели там у кого есть детки, детки, здесь идет мужчина, очень вас достойный, много может вам дать, девочки. Кстати, а вот эта дама, вот это, что мы видели, да, которая там идет у нас с обманом, с луной, с тайной, это как знать, подумайте, может быть, это какая-то дама, которая именно в личном вам делает советы неправильные, да, знаете, как мутит воду, может вам говорить, отговаривать, например, говорит, да, он тебя поматросит и бросит, да, посмотри, там, какой он и так далее, да, ничего не получится, там, попроще кого-то себе, может быть, ищи, или наоборот, скажет, ты такая королева, а он куда, в общем, ну, такое что-то от нее исходит, знаете, она как раскачивает вот лодку, да, поэтому может быть там какая-то даже женщина, которая... ну, помехи вносит именно в то, чтобы как ваша личная жизнь складывается уже по своим каким-то причинам. Так. Я возьму другую колоду, когда мы рассмотрим короля, который рядом сейчас есть, либо который был, допустим, у вас, и вам интересно, как он там, да? Так. Ну, знаете, что скажу? Здесь вот все три, ну, не все три, две вот эти карты говорят о большой скорости. Вот у нас скорость, туз жезловый, простите, туз мечевой, да, вот события будут очень как-то, в принципе, стремительно происходить. И по восьмерке жезловой, это, представьте, целых 8 жезлов, они как бы летят в одном направлении. Поэтому здесь ожидайте скорых, именно, можно сказать, резких даже перемен в вашей жизни, которые сделают вас счастливыми. И мужчину, и вас, видите, двоечка кубковая. Вот, взаимность. Я сейчас еще хочу, знаете, что финансовую вашу жизнь рассмотреть, сторону жизни финансовую, а потом посмотрим вот другого мужчину, да, то, что я объявила уже. Итак, финансовая ваша сторона. Что-то там борьба была. Борьба за место под солнцем. Боже, дьявол, мама дорогая. Так, смотрите, здесь могли быть у кого-то долги. Дьявол — это долги. Это кредиты, которые очень трудно выплатить, допустим. Или, может, когда вы брали этот кредит, все было хорошо, потом там раз и что-то случилось, там потеря работы, либо что. Возможно, даже кто-то был в зависимости от другого человека. Может быть, вы пережили финансовую даже, вот по дьяволу там могли быть потеря денег, или кто-то украл, или вы кому-то доверились, одолжили, а он не отдал. Да, вот такое вот что-то идет. И здесь вы как боролись, возможно, вот за свои права или даже за свои денежки. Так, финансовая ситуация, какой-то стресс однозначно был. Так, как будет идти финансовая ваша ситуация? Будет возрождаться, девочки. Будет возрождаться. Какая прелесть. Пентаклевый туз, девочки. Очень хорошая карта вышла на ваши финансы. Причем, смотрите, вам финансы ваши в очень крупных каких-то размерах придут. В принципе, такое ощущение, что
Не то, что как бы без труда. Вот смотрите, двойка мечевая, это вообще карта такая, ну, человек не действует, да, можно сказать, стоит, смотрит в окно, думает, как, что делать и так далее, да, как будто ничего не говорите, даже ничего не делаете. Но появляется мужчина рядом любящий, и он вам просто все решит. То есть, если у вас кредиты, он их закроет. Если вам надо деньги на развитие бизнеса, он даст. Что-то, вот мужчина, вы ничего у него не будете просить. Вот эта карта, наоборот, как раз говорит, да, я молчу, я ничего не говорю, вот это. И вот человек, который вас любит, любящий король, любящий мужчина, он вам даст вот это что-то, да, или работу хорошую, или какие-то финансы, например, на развитие вашего какого-то дела. Либо, если вы начинаете, допустим, вместе жить, да, человек просто приносит же в дом то, что он зарабатывает. Соответственно, вообще нет проблем в будущем с деньгами. Поэтому здесь через мужчину какого-то придут деньги. Причем вы просить их не будете. Он сам это все вам даст. Вот так. Вот это у нас такое, скажем, первая часть гадания, да, потому что дальше, вот кому интересно, посмотрите. Я специально сначала рассмотрела на будущего короля, потому что многим не надо то, что было, вот, чтобы вы уже посмотрели, да, спокойненько. Но здесь мы рассмотрим то, что было и то, что есть сейчас мужчина, да, если сейчас какой-то есть, а вы не понимаете, что с ним вообще делать и как дальше дело пойдет. Или ждете еще, может быть, кого-то. Давайте рассмотрим такого короля. Сразу башня, кто бы сомневался, да? То есть, раз вы готовы к новым отношениям, ну, наверняка там уже вот рушится все. А может быть, здесь показано, что уже вы разошлись, разъехались, да, развелись, допустим, по башне. Чутко карта нам показывает короля из прошлого. Так, могло быть вмешательство в ваши отношения какой-то дамы, императрица вмешалась, да, может старше быть по возрасту, либо может богатой быть, либо девочки может быть при власти, да. Карта смерть, то есть она как вмешалась и привнесла в эти отношения, что они дошли до этой башни, так бы разбила, да. Кто-то пережил именно такую ситуацию, а может быть это мама, допустим, этого мужчины, да. Что-то произошло, это с ее подачи пришел конец в эти отношения. Так, интересно, что, посмотрим. Хорошо. А раз так, каково ему там? Либо, может, кто-то сейчас, вы даже еще с кем-то поддерживаете отношения, но смотрите, они рушатся не просто так тогда. Там дама есть какая-то. Я про эту даму хочу пару карт положить, потом короля рассмотрим. Так. Эта дама привыкла побеждать. Видите, прямо на нее карта победителя. Причем мужчин, я смотрю, у нее много. Вот, смотрите, тут рыцарь кубковый, паж мечевой. И она, ну, как на контроле, как на контроле. Вот, кстати, рядом с этой дамой, может быть, ваш мужчина, бывший или настоящий, он действительно такой как бы мелкий рыцарь кубковый, да, как на побегушках у нее. Иди туда, принеси то, отвези меня туда, сделай то. Вот. И вот она празднует, скажем так, победу, да. И дела ее и делишки, они такие, видите, темные. Мечевой паш — это как пустой валет в игральных, поняли? Темные делишки ее. То есть она прекрасно осознает, кто-то вмешался. Вот. Хорошо, давайте посмотрим, что, даже если вам вообще все равно, что у него там происходит, просто интересно, что дальше сложится между этой дамой и вот королем, да? Что будет между ними дальше? Опа, тайна, да? А мы раскроем ее сейчас. Мы же раскроем эту тайну. Ну, прежде всего, знаете, что я вижу? Ну, семерочка жезловая — это все-таки карта, когда люди ограничивают свое общение с другими людьми. То есть она будет что-то прятать, она будет что-то закрывать, что у нее дома творится с этим человеком, с этим мужчиной. Она будет это прятать от людских глаз. А мы раскроем сейчас, что там будет происходить. Раскроем эту тайну. Так. А знаете, что будет происходить? Вот она влезла, да, в чужие отношения, увела мужчину. А закончится тем, что точно так же будет это с ней. Вот, вышло целых две дамы.
Видите, верховная жрица и королева мечей, и неустойчивое положение. Поэтому король себе еще другую найдет какую-то, понимаете? То есть она получит бумеранг, то, что она сделала кому-то, эта женщина получит то же самое в ответ. Он идет дальше. Дайте, видите, пошел прям вот по женщинам, пошел дальше, пошел дальше. Хорошо, теперь меня интересует, у него там вот такая история в его жизни будет происходить. А будет ли он сожалеть о вас? Вот это мне интересно. Итак, вот его мысли, его чувства, его отношения и его шаги именно касательно вас. Вот это мы сейчас посмотрим. Так, первое, ну ладно, 3 карты. Это его сигнификация сейчас, как он себя чувствует. А потом именно по отношению к вам. Мечевой король злой, девочки, злой. Чувствует, у него идет сейчас недостаток любви, у него идет сейчас ностальгия по вам, по прошлому, по тому хорошему, что было между вами. И он сейчас злой сам на себя, на все, что он сделал, он очень злой. С этим мечом, понимаете, носится. Часто мысли есть о вас. Вот. И вспоминает то хорошее, что было между вами. Вы видите, карта ностальгии вышла. Вот так вот видит его мироздание сейчас. Хорошо, давайте посмотрим. В целом мысли, чувства его и, ну, даже действия. Почему нет? Может, и будет как-то действовать. Потому что я вижу, что он прямо мечется. Он как не найдет себе покоя. Ну, скажем, не найдет вот этой гармонии, которую когда-то потерял, сам виноват, которая была с вами. Так, мысли, чувства, действия. Так, ну он четко понимает, что все потерял. Десятка мечевая, да, конец, финал. Он в этом винит только себя, свои действия. Но все равно ищет себе оправдание. Смотрите, вышла карта Луна, то есть как будто он говорит, ну вот я запутался, меня запутали, либо меня там опоили, меня, скажем так, обманули, да, еще что-то. Вот такой момент. Судит себя, карта страшного суда. Он себя очень судит. Он считает себя виновным, и он это понимает. Вот. Ну, тут еще такое, может быть, и действительно как-то действовала дама, да, магическим этим образом. Но он сейчас, он страдает, да. Так, вспоминает о вас и страдает. Ищет как бы место, где бы душа отдохнула. А видите, почему вот человек мечется от одной дамы к другой? Потому что ни с той нехорошо, ни с другой нехорошо, да? Окей. Будет ли он действовать в вашу сторону? Ну, хотя бы, может быть, допустим, чтобы, ну, покаяться, извиниться или сказать что-то, да, прости меня, допустим. Будет ли он делать такой шаг? Да, девочки, двойка кубковая. Он будет делать такой шаг, пытаться будет посмотреть в ваши глаза, попытаться будет что-то увидеть там хорошее. И даже не то, что попросить прощения, он будет просить снова, чтобы вместе быть. Вот так вот. Поэтому, девочки, для тех, кому этот король дорог, здесь, скорее всего, вы будете выбирать. Потому что мы вот рассмотрели только что короля на будущее, да, довольно-таки хорошего. Вот, и это чудо посмотрели. Вот он будет на вашем пороге. Давайте посмотрим, как скоро. Выбирать будете вы, что дальше будет. Пожалуйста, смотрите, вылетела какая карта. Колесо фортуны. Ну, колесо это у нас еще в целом колесо, да? Сел вот на автомобиль и приехал. Или на что он там приедет? На поезд. Вот. А здесь колесо фортуны. Мы хотели спросить, насколько скоро он будет? Скоро, девочки, скоро. Скоро. Сразу колесо. Вот я спрашиваю, да, скоро ли он появится? Скоро. Опять двойка кубковая, двойка жезловая. Да, будет просить, давай поговорим. Будет искать какой-то остаток хотя бы в ваших глазах, там, допустим, былого чувства, и будет объяснять, что-то говорить. Давай попробуем сначала. Ну вот, я больше ничего не буду спрашивать. Почему? Потому что выбор за вами, понимаете? Как вы выберете, так и будет. Может быть, вы, конечно, хотели бы, чтобы я посмотрела варианты, что будет, если вы скажете «да». Ну, давайте. Если вы ему скажете «да», ну, давай еще раз попробуем. Ну, дам тебе шанс, да? Что из этого шанса получится? Давайте посмотрим.
Вот, пожалуйста. Кто-то даст, конечно, ему шанс, этому человеку. Вот смотрите, что карты говорят. Если вы дадите ему шанс, у вас получится вместе быть дальше. И причем, знаете, как роли поменяются. Допустим, если раньше он был, ну, такой, знаете, как туз ходил. Вот там тут он загулял, тут он там еще что-то, тут он куда-то потерялся, уехал, и в итоге, видите, вообще ушел там, спутался с кем-то, да? То если вы дадите ему новый шанс, смотрите, какие перемены. Здесь вы будете уже крутить им. Потому что вы в статусе королевы, а он в статусе рыцаря. То есть, как вы скажете, так и будет. Понимаете? Он побоится вас снова потерять. Ну и в кубках, и он в кубках, и вы в кубках. Я так скажу, для тех, кто, ну, очень сильно вы любите короля, никак не хотите нового, да, здесь есть у вас шанс с вот этим быть мужчиной, с которым сейчас у вас вот проблемная, у него там, возможно, уже другая дама. Вот так сказали нам карты. Я с удовольствием прочту ваши комментарии, мои дорогие. Вот что вы напишите, да, какого короля вы ждете, какая часть расклада больше вам понравилась. И очень будет интересно, как это у вас потом проиграется. Спасибо за то, что вы со мной. Благодарю вас сердечно. И до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока. Интересно, мне кажется, было.